Эту замечательную рыбку можно без преувеличения назвать выдающимся произведением искусства, созданным гениальным художником по имени Природа. Форма ее необычна и в то же время прекрасно выверена, а окраска сбалансирована и говорит о безупречном вкусе художника. Это ренекант Пикассо, самая маленькая рыба из семейства спинорогов. Впервые встретив ренеканта Пикассо под водой на одном из рифов Шарм-эль-Шейха, я был очень впечатлен его необычным обликом даже на фоне весьма экзотичного населения рифа. Похожий на искусно выполненную фарфоровую статуэтку, ренекант был одновременно смешным и прекрасным. Имя знаменитого художника в своем названии рыба получила как раз благодаря скульптурности и живописности своего облика. После первой встречи с ренекантом я на протяжении недели пребывания в Египте во время снорклинга все время напряженно вглядывался в подводный пейзаж в надежде заметить эту замечательную рыбку и запечатлеть ее. Обитает ренекант Пикассо в Красном море и Персидском заливе и является эндемиком этих вод. То есть считается, что нигде более эту рыбу встретить невозможно. В целом на рифах Красного моря ренеканта Пикассо можно увидеть нечасто. В качестве одного из исключений можно назвать дайвсайт Амфорос, находящийся у берегов Шарм-эль-Шейха в природоохранной зоне Хадабы. Обычно ренекантов можно встретить поблизости от ступеньки рифа на небольшой глубине. Вырастает рыбка до 30 сантиметров и, несмотря на малые размеры, является хищником. Питается рыбами, моллюсками, ракообразными, реже водорослями. Ведет ренекант Пикассо преимущественно дневной образ жизни. На ночь рыба прячется в рифе. И здесь в дело вступает спинороговость ренеканта, которая выражается в том, что на спине у него имеется крепкий и мощный спинной плавник, с помощью которого рыба фиксирует свое положение внутри рифа. Подняв передний луч спинного плавника, ренекант фиксирует его вторым лучом и, оттопырив брюшные плавники, закрепляется так, что вытащить его можно, только разрушив убежище. В обычном состоянии плавник укладывается в глубокую выемку на спине, не мешая рыбе плавать. Интересно, что мальки ренеканта живут в стаях, а взрослые рыбы – одиночки. Двигаются они неторопливо и сравнительно лояльны к оператору и камере. Для фотографов и видеографов ренекант Пикассо – желанная модель. Однако при его съемках вести себя нужно осторожно, поскольку рыбка пугливая. А учитывая относительно небольшую распространенность рыбы, кадры с ренекантом Пикассо можно считать удачей, каковая, если судить по этому видео, улыбнулась и мне.